Меня зовут Майкл Шерман, я директор общества скептиков и издатель журнала «Скептик». Наше общество занимается исследованиями утверждения существования паранормального. Мы следим за тем, что говорят псевдоученые, маргинальные группы, культы и секты и так далее. Проверяем науку, псевдонауку, антинауку, недонауку и так далее. Патологическую науку, плохую науку. Вы наверняка знаете, что этого добра вокруг полно. Говорят, мы разоблачаем мифы. Мне это словосочетание не очень нравится. Но вокруг нас действительно полно мифов и всякой ахинеи. И мы, по сути дела, играем роль отряда быстрого реагирования по борьбе с чушью. Мы боремся с бредом, стараемся заменить в головах людей бредовые идеи на те, что соответствуют действительности. Вот пример бредовой идеи. Я принес с собой детектор. Он попал к нам в руки благодаря телекомпании NBC. Его производит корпорация Quadro в Западной Виргинии. Называется это устройство «Лоза Quadro 2000». Этот прибор продавали администраторам школ Западной Виргинии по $900. Что это такое? Это кусок пластика с телескопической антенной. Теоретически лозами можно искать что угодно, но данное предназначено по мысли производителей для поиска марихуаны в школьных раздевалках. Работает это так. Надо взять эту штуку и пройтись по раздевалке. На какой шкафчик антенна укажет, тот вы открываете. Вот как это выглядит. Кажется, антенна немного отклоняется вправо. Мы сейчас проведем контрольный эксперимент. Я пройду слева направо. Я уверен, сейчас она нам укажет, где в зале трава. Эй, уважаемый, будьте добры, выверните карманы. Вопрос 1. Можно ли найти с помощью этой штуки марихуану в шкафчиках школьников? Ответ такой. Если вы откроете почти все шкафчики, несомненно. Однако в науке принято считать количество не только удач, но и провалов. Ключевая мысль моей лекции к этому и сводится и объясняет, как работают всякие там экстрасенсы, астрологи, гадатели Таро и прочие. Людям свойственно запоминать лишь удачи, а провалы они не помнят и не считают. Если удач больше, может быть просто случайно, значит тут что-то есть. Мы проверили этот прибор с помощью двух непрозрачных ящиков. В одном лежала марихуана, в другом было пусто. Эта вот лоза успешно определяла ящик с марихуаной в 50% случаев. Такой же процент удач мы получили, просто подбрасывая монетку. Это исследование — хороший пример того, чем мы занимаемся. Скептический журнал выходит раз в квартал. Тема этого номера — будущее интеллекта. Мы задумались, умнеют ли люди с развитием цивилизации или глупеют. У меня свое мнение на этот счет, я ведь занимаюсь борьбой с глупостью. На самом деле, оказывается, люди умнеют. Каждые 10 лет средний IQ вырастает на 3 балла. Что касается науки, не надо считать скептицизм вещью, так же, как и науку. Совместима ли наука и религия? Это то же самое, что спрашивать, совместимы ли наука и водопроводчики. Это совершенно разные вещи. Наука не вещь, а способ действовать. Глагол, а не существительное. Наука — способ думать о вещах. Это способ мышления, когда всему, что происходит в природе, ищется естественное объяснение. Что более вероятно, что внеземной разум или инопланетяне учудили вот это на поле у фермера Боба, штат Канзас, с целью сделать рекламу нашему сайту, или что читатель нашего журнала взял эту фотографию и поиграл с ней в фотошопе? Сначала надо решить, какое объяснение более вероятное. Прежде чем мы решим, что это событие сверхъестественное, нужно убедиться, что ничего подобного естественным путем произойти не могло. Что более вероятно, что Железному Арни помогли выиграть выборы губернатора Калифорнии инопланетяне, или что агентство World Weekly News имеет склонность выдумывать события? Та же мысль есть в карикатуре Сиднея Харриса. На доске написано: «А затем происходит чудо». Ученый говорит коллеге: «Знаешь, думаю, тебе следует подробнее описать, что происходит здесь, на шаге 2». Одна эта карикатура раз и навсегда выбивает почву из-под ног всех сторонников идеи разумного Творца. Вы можете сказать: «А затем происходит чудо», но эта фраза ничего не объясняет. Эта фраза означает конец разговора. Именно чтобы прекратить разговор, ее произносят креационисты. У ученых все по-другому. Да, мы иногда произносим непонятные слова вроде темной энергии, темной материи. Пока мы точно не узнали, что это такое, мы для удобства будем называть это темной энергией. Это начало разговора для ученого. Первое звено в причинно-следственной цепи. Для креационистов это конец цепи. Так что же вероятнее, что вокруг нас летают НЛО, или мы неправильно распознаем изображение, или же это подделки? Этот снимок НЛО я сделал с балкона моего дома в Альтадене. Вы, наверное, скажете, что эта штука похожа на колпак на колесо Бьюика. Это и есть колпак на колесо Бьюика. Не нужно ни фотошопа, ни высокотехнологичных приборов. Я сделал снимок обычной мыльницей. Нужно лишь попросить друга по вашей команде подбросить в воздух колпак, заранее нацелить фотоаппарат, и готово.
Есть вероятность, что среди множества подделок есть и подлинные снимки. Однако куда вероятнее, что все такие снимки без исключения подделки. И с гигантскими следами на пшеничных полях та же история. Если же говорить серьезно, то в всякой науке мы ищем равновесие между имеющимися данными и объясняющей их теорией. Когда Галилей навел свой телескоп на Сатурн, он столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, у него не было теории планетных колец. Во-вторых, у него был слабый телескоп, то, что он видел, было очень размыто, и он не мог толком понять, что видит. Поэтому он написал: результаты моих наблюдений показывают, что самая удаленная планета состоит из 3 тел. Без теории планетных колец и с такими инструментами Галилей не мог объяснить, с чем имеет дело. И загадка Сатурна оставалась неразгаданной до 1655 года. Это страница из книги Гюйгенса, где перечислены все ошибки, совершенные, пока люди пытались понять, в чем дело с Сатурном. У Гюйгенса были 2 вещи: теория, описывающая работу Солнечной системы, и в частности планетные кольца, и качественный телескоп, дававший мелкозернистые изображения. И благодаря этому он понял, что согласно законам Кеплера, Земля движется по орбите быстрее, чем Сатурн. Мы сначала обгоняем его, а потом догоняем, поэтому видим его кольца под разными углами. Так оно и оказалось. Проблема в том, что в основе любой теории могут лежать самые разные предрассудки. Люди и верят в разную чушь, потому что мы видим вещи не так, как они есть на самом деле. Нужен один уровень, а мы берем другой. Людям свойственно, где попало, видеть лица. Например, лицо на Марсе. В 1976 году возникло целое движение, которое просило НАСА сфотографировать именно этот участок Марса. Люди думали, что это лицо — доказательство существования марсианской архитектуры. Вот то же место в 2001 году. Если скосить глаза, мы увидим лицо и на этом снимке. А штука в том, что когда вы косите, вы попросту переключаете глаз и получаете не мелкое, а крупное изображение. Но даже если бы я вам не сказал, что на снимке лицо, вы бы все равно могли его увидеть, так как мы запрограммированы эволюцией распознавать лица. Лица очень важны для социальной жизни, особенно веселые. Мы видим улыбающиеся лица где ни попадя. А если бы у нас астрономами работали лягушки, они бы на этой фотографии увидели лягушонка Кермита. Видите, вот он тут. Маленькие лягушачьи лапки. А если бы у нас геологами работали слоны? А еще бывают религиозные изображения. Вот что нашел один пекарь в Теннесси. Он брал с каждого желающего поглядеть на эту булку-монахиню по 5 баксов, пока адвокаты матери Терезы не потребовали это прекратить. А это Богородица Гваделупская и ее сестра Богородица Уотсонвильская. Это здесь, в Калифорнии. Древесная кора особенно хороша для распознавания лиц. Она зернистая, много ветвящихся линий, пятен, контрастов, тени и света. В общем, какой-то образ в коре есть. А мы природой научены распознавать и отыскивать образы. Вот Дева Мария в окне в Сан-Паулу, а вот Дева Мария на бутерброде с сыром. Я его держал в руках в Лас-Вегасе, в казино. Казино заплатило $28,5 тысяч на eBay за этот бутерброд с сыром. Но поглядите, на кого больше похоже изображение на бутерброде, на Деву Марию или вот на эту деву. Узнаете эти поджатые по моде 40-х губки? А вот Дева Мария в городке Клируотер, штат Флорида. Верующие слетались туда, как мухи на мед. Куда ни глянь, везде инвалидные кресла и костыли и прочее. И мы приехали разобраться, в чем дело. На снимке я, Ричард Докинс и Джеймс Рэнди. А у нас за спиной картинка высотой в 2 этажа. И туда еще принесли и зажгли несколько тысяч свечей. Мы обошли здание с другой стороны, зашли внутрь и обнаружили, что в любом месте, где есть стекло, пальмы и автоматическая поливалка, наблюдается тот же эффект. Вот Дева Мария на заднем дворе того же здания, только поливалку уже выключили. Видимо, по закону разрешено иметь не более одного чуда на постройку. И последнее. Это чудесное явление Девы Марии или Мардж Симпсон. Мой последний пример — аудиоиллюзии, слуховые, так сказать, галлюцинации. Вы, наверное, знаете фильм с Майклом Китоном «Белый шум», про то, как с нами говорят умершие. Кстати, говорить с мертвецами может каждый. Куда сложнее заставить мертвецов говорить с нами. Говорят, в самых разных аудиозаписях скрыты тайные сообщения. Свой пример я скачал на сайте reversespeech.com. Вот запись в правильном направлении, самая знаменитая из всех. Давайте послушаем, это очень известная песня. Если слышишь шум у соседей, не надо пугаться. Это всего лишь выкидывают старый мусор. Весну надо встречать в чистоте. Говорят, нужно из 2 дорог выбрать себе только одну. Но, по большому счету, всегда есть время передумать и уйти с одной дороги на другую.
Я могу слушать эту вещь весь день напролет. А теперь давайте послушаем тот же фрагмент в обратном направлении. Посмотрим, услышите ли вы какие-нибудь потаенные сообщения. Говорят, они тут есть. Ну, что у вас получилось? Сатана. Отлично, сатану вы расслышали. А теперь я дам вам подсказку. Это то, что наши с вами уши якобы должны слышать. Давайте послушаем еще раз. Бью за здоровье моего любимого сатаны, того, чья нежная поступь печалит меня, того, чья сила сатана. Он подарит нам 666. А вот крошечный сарай, где он будет нас мучить, печальный сатана. Если сказать вам, что вы должны услышать, вы непременно это услышите. А закончить я бы хотел на оптимистической ноте. Рассказать вам одну веселую историю. Общество скептиков – некоммерческая организация. Мы занимаемся просвещением. Мы следим за всем добрым и хорошим, что делают люди. В Англии есть поп-певица из лучших. Ее зовут Кейти Мелуа. Она написала милую песенку «9 миллионов велосипедов в Пекине». Это песня про любовь. Кейти рассказывает, как любит своего друга, и это так же верно, как то, что в Пекине 9 миллионов велосипедов и так далее. В тексте есть один фрагмент. До края Вселенной 12 миллиардов световых лет. Это ученые прикинули. Но никто не может сказать точно. А вот я точно знаю, что всегда буду рядом с тобой. Ну, для начала неплохо. Кейти не так сильно промахнулась. Ее американская коллега написала бы 6000 световых лет. А у меня есть друг, Саймон Синг. Он физик, занимается еще и популяризацией науки и написал книгу про большой взрыв. Он хватается за любую возможность донести до людей настоящую хорошую науку. Он опубликовал статью в «Гардиане» по поводу Кейтиной песенки и написал, что мы точно знаем, сколько лет нашей Вселенной. И что от Земли до края Вселенной ровно 13,7 миллиарда световых лет. Эта цифра, конечно, не абсолютно точная, но чрезвычайно близка к точной. Кейти прочла эту статью, позвонила Саймону и сказала: «Боже, мне так стыдно. Я в школе занималась в кружке по астрономии и просто обязана была это знать». И выпустила новую версию песни. Ей я и завершу свое выступление. До края наблюдаемой Вселенной 13,7 миллиарда световых лет. Это очень точная оценка с минимальной погрешностью. И исходя из доступной мне информации, я заключаю, что буду всегда рядом с тобой. Восхитительно, не правда ли?